Привет, привет, неугомонные аудиолюбители! Добрая компания Edifier предоставила мне по многочисленным вашим просьбам образец нового сабвуфера T5S, называется, черного цвета. Да, по многочисленным вашим просьбам, потому что предыдущая версия сабвуфера от Edifier, T5, известная модель, единственная на тот момент, стала довольно популярной среди аудиолюбителей. В самом деле, где еще искать сабвуфер для незатейливых, в общем-то, мультимедиа колонок, как не у такого же производителя, который их производит. И им виднее, как этот саб согласовать лучше с их колонками. Такое концептуальное сразу решение, близкое к трифонику. Хотя эти сабы все равно, T5 в частности, имел все опции, многие из опций, свойственных сабвуферам, которые применяются в компонентных аудиосистемах, и может служить образцом такого чуть выше низшего звена, ближе к среднему звену, небольших компактных сабов. Кстати, у меня тоже такой саб, я уже не помню, как он называется. Ага, Yamaha 015. Так вот, он ничем не лучше, предположим, в общем целом. Там есть какие-то конструктивные особенности, которые несколько влияют на качество и количество извлекаемого из них баса, но, тем не менее, этот T5 стал довольно популярным и по делам. Так вот, я получил следующую их версию. Мне просто интересно, а что, собственно, эдики преследовали, создавая эту модель? Они хотят вытеснить с рынка ту или дополнить ту модель еще одной, заняв какое-то еще место в нише. Некоторые явные признаки налицо видны прямо сейчас, не вскрывая этой коробки, у него вытянутая форма, что, возможно, более дружелюбно относительно установки сабвуфера в домашнем уютном интерьере. Что ж, давайте посмотрим, дайте-ка я вскрою и посмотрим, что добрые эдики положили туда. А сколько нам открытий чудных готовит Edifier, вдруг сам придумал или где-то слышал. В этой коробочке оказалась еще одна коробочка, но я ее не буду вытряхивать, сабвуфера просто вскрою здесь на месте. Вот так примерно это выглядит. Он такой тяжеленький. На вот этой упаковке транспортной был указан вес 13,3 килограмма общего веса. Для сабвуфера с импульсным блоком питания и усилителем класса D это и немало, я вам скажу. То есть это говорит о том, что, по крайней мере, он выполнен из плотного и толстого материала, что исключает интересно, что исключает создание нежелательных резонансов, вызванных, допустим, тонким материалом сабвуфера. То есть вот такого звука, это я по столику стучу, не должно быть в акустической системе, тем более в басовой акустической системе. Видите, звук значительно выше и, очевидно, меньше по уровню, чем это было бы, если бы это был ящик, на предмет мебельного. Это боковая стенка, не важно. Давайте его дальше откроем. Вам, наверное, не терпится узнать, что там внутри. Я, честно говоря, предвижу, поэтому особо любопытство меня не разбирает. Но взялся за гуш, в общем, не душ, не говори. Тщательно упакован, понятное дело, но этим никого не удивишь. Это я просто занимаю ваше внимание, чтобы вы не уснули, пока я делаю эти нехитрые манипуляции. Вообще не верю, что я это делаю, снимаю распаковку. Капец. Вау! Па-па-парам! Дайте-ка я поближе придвину камеру, чтобы вам его показать. Друзья, он перед вами самая активная часть этого сабвуфера, в которой установлен динамик. Вы можете видеть пропорции этого саба. Вот это вот порт фазоинверта закрыт такой штукой, чтобы пыль не попадала.
Фазоинвертор имеет характерную форму со скошенными краями. Это все делается для минимизации шумов, турбулентных, возникающих при движении большой массы воздуха с большой скоростью. Ножки резиновые, цепкие такие, которые наверняка при весе этого сабвуфера дадут ему устойчивость на полу, чтобы он не уползал в момент особо активных композиций. С этой стороны нет ничего, и только дух Господень носится над темными водами. А вот с этой стороны тяжелый. С этой стороны, я бы назвал это приборной панелью. Это панель коммутации и управления. Собственно, основа всех основ этого саба, вы видите, лейбл Edifier, название модели, какие-то инструкции о том, что не нужно мокрой тряпкой протирать высоковольтные клеммы. Ну и, собственно, все, что относится к коммутации. Начнем снизу. Это гнездо для подключения. Кстати, а где кабели все? Не посмотрел кабели. Как мне не стыдно, как мне ай-яй-яй. Тут была коробочка, оказывается. Я так увлекся, что забыл рассказать вам о комплектации. Но она не хитрая, надо сказать, потому что интерфейс его подключения, как вы, наверное, догадываетесь, у саба один. Аналоговый, его можно подключать только по аналогу, и поэтому разносолов с кабелями тут не будет. Ну вот инструкция, мануал. Напомню, дело происходит в Европе, то есть на английском языке, вряд ли тут... Вот, на многих языках написана короткая инструкция. Да. Пересвет, наверное, да. Ну и что-то там еще. Честно говоря, я никогда их не читал. Я почитал, ознакомился с материалами на сайте Edifier, поэтому мне это, возможно, не понадобится. Что же касается кабелей, давайте рассмотрим. Кабели питания, съемный кабель питания, стандартный для устройств подобного рода. Кабель 2RCA на 2RCA. Кстати, еще раз встретил я как-то упоминание о кабелях, о том, что человек заменил кабели, и оно вдруг все зазвучало. И считаю это профанацией полнейшей. Кабели эти от Edifier. Кстати, это не такие, как я обычно вижу у них. У них обычно такие с зеленым штырьком пластмассовым и с надписью Edifier. И это все-таки, наверное, кабели, которые они привлекли от каких-то партнеров. Да, тут Edifier не указан. Но, тем не менее, позолоченные, а-ля позолоченные клеммы вполне достаточно для устройств подобного рода. И даже более того, я вам скажу, что я использую. Вот, кстати, вот этот кабель зеленый с надписью Edifier. Я его использую, там для своих. Кстати, это для подключения сабвуфера моего. Сабвуфера здесь у меня дома. Итак, кабель 2RCA на 2RCA и 2RCA на мини-джек. 3,5 мм, вы видите. Это что касается коммутации. Что же касается... Да, еще раз, коммутация, сетевой кабель питания, включатель питания, некий вход и некий выход, регулятор частоты среза и регулятор уровня. И световой индикатор, который сигнализирует состояние саба. Он может либо спать, либо работать. Одно из двух. Два режима работы у него всего есть. Что же касается динамика, забегаю вперед, так сказать. Он 8-дюймовый. Снимается эта штука или нет? Не повредив, желательно. Да, снимается не повредив, конечно, нужно быть аккуратным, потому что можно и повредить, если что. Вот. И вот такой вот длинноходный динамик, 8-дюймовый, с характерным весьма полизащитным колпачком. Они свойственны. Это Фил Джонс, по-моему, придумал для своих устройств, и эдики, видимо, переняли. Что это дает, я затрудняюсь сказать, потому что я не технолог по трансдюсерам, то есть динамикам. Но, видимо, это популярно, видимо, это себя оправдывает, а может быть, это просто технологически удобно изготавливать, я не знаю. Короче говоря, вот такой вот пылезащитный колпачок. Не знаю, под каким ракурсом вам его еще показать. Вот такие вот дела. Ну и еще раз порт
фазоинвертора типа песочные часы. Теперь, что касается по габаритам. Мы, конечно, рассмотрим детали в цифрах при рассмотрении параметров этого устройства, но сейчас я могу сказать, что вот он такой дизайн имеет, в отличие от дизайна классического. Давайте его сравню со своим просто сабвуфером, на котором сейчас, кстати, стоит этот. Ну вот я не хочу показывать детали, так сказать, своего интерьера, но где-то примерно вот так вот это выглядит. То есть сабвуфер классической формы, и этот сабвуфер, возможно, занимает меньше места, возможно, это как-то оправдано, мне трудно сказать пока. Посмотрим. Давайте обсудим его технические параметры. А сейчас давайте быстренько пробежимся по параметрам, которые заявляет производитель на эту модель. Дата выпуска почему-то в версии 1, значит, она как 19 июня этого года. Ну да ладно. Итак, T5S, вы видите, выпускается в двух цветах, черный и коричневый. Вот это вот черный цвет представлен со всех сторон, картинка. Вот это вот коричневый представлен со всех сторон, картинка. Ну вот габариты в сравнении с T5. Ну кто быстренько посчитает, какой корпус больше по объему. Забегая вперед, скажу, что примерно одинаковые, в районе полулитра колеблется разница. Кстати, максимальный размер этого нашего Саба 410 мм, очевидно, с ножками, а у Саба T5 336 мм. Кому-то может это оказаться интересным. Вот так вот он смотрится, T5S, в интерьере в паре с компактными полочниками. Вот так вот они декларируют, что он умеет 70 Вт общей мощности, что как бы немного на сегодняшний день, однако 8-дюймовый длинноходный динамик. Низшая частота 35 Гц заявлена, но я уверен, что это что-то маловато будет, то есть, скорее всего, диапазон пошире, но я измерю и вам покажу это все и объясню. Texas Instruments использует только оригинальные компоненты. В этом сабвуфере и в остальных колонках Edifier, это я уже много раз имел возможность убедиться, оригинальный Texas Instruments кругом. Впрочем, не только Edifier. Я уверен, что многие используют оригинальные Texas Instruments чипы, потому что это просто единственный монополист, можно сказать, на этом рынке. Есть разъемы для подключения входов и выходов к этому сабвуферу. Precision Low Pass Filtering, то есть управление частотой среза, прецизионное управление частотой среза этого сабвуфера. 18 мм МДФ используется для построения этого корпуса, что очень, очень много. Я для своих колонок использую 16 мм. Правда, это сабвуфер. Энергосберегающие технологии. При 15-минутном простое САБ выключается и экономит таким образом электроэнергию. Это очень хорошо. Два метода подключения этого сабвуфера к колонкам имеется. Первый предлагается, если у колонок есть выход на сабвуфер, а такое может быть вот у этих вот этого ассортимента Edifier, и не только, по-моему, тут не все указано, хотя я не знаю. Итак, с выхода колонок подключаем просто на вход саба. Ежели этого выхода нет, у вас другие колонки, не эти, то придется сигнал подать на сабвуфер на вход, а с выхода сабвуфера подать на колонки. В этом случае будет одна неприятность, придется громкость регулировать и здесь отдельно, здесь отдельно. Это я еще потом скажу при описании подключения сабвуферов. Здесь эдики показали конкурентов, очевидно, некие вулканы и некие фентон. Вы можете сравнить параметры, цены, размеры, мощности, кому что интересно, у кого что болит. То есть где-то проигрываем, где-то выигрываем, но нужно рассматривать изделие целиком в контексте функций, которые на него возлагаются. Вот, кстати, сравнение с старой моделью, прототипом T5. Тоже можете сравнить. Цена на этот не указана. Очевидно, что она еще была не сформирована на момент составления этого документа. Можете посмотреть. Сравнить, кому что интересно. Комплектация, которую я вам уже показал при распаковке, вот всякие параметры, размеры и вес, 13-36 килограмм, тяжеленький такой САБ. Вот интересная таблица сабвуфера вот Edifier на перспективу, то есть мы знаем T5 8-дюймовый,
5S 8-дюймовая, вот 6,5 дюйма выйдет некий Т6, новый дизайн, новая модель, некий Т10, соответственно, 10-дюймовый новый дизайн обещается, и некий Т12 новый дизайн тоже обещается. Обещанки-тетянки, а нам с вами радость. Но иногда будущее наступает неожиданно быстро. Я был бы не я, если бы не измерил чего-нибудь. Хотя измерять в таких условиях АЧХ сабвуфера было бы безумием. Также я не собираюсь мерить частоту тюнинга порта фазоинвертора, поскольку мы это увидим из той самой АЧХ, которую все-таки снимем. И это будет не АЧХ, друзья, не надо мне инкриминировать лишнего, чего не было. Я хочу просто показать вам, посмотреть сам на распределение частотных полос между портом фазоинвертора, заодно с его настройкой, и динамиком сабвуфера, который расположен сбоку. Для этого я расположил микрофон в непосредственной максимальной близости к выхлопу порта фазоинвертора, примерно 3-4 сантиметра. И также буду снимать АЧХ динамика, потом сложу все это на картинке, и мы увидим совершенно четко, как он работает. Другое дело, что довалит комната и что получится из этой всей истории. Но это уже будет зависеть совершенно событийной обстановки, которая сложится в месте эксплуатации этого саба. АЧХ надо бы посмотреть, заодно я вам покажу пределы регулирования. Сразу могу сказать, первое, что прям мне влетело в голову, что этот сабвуфер имеет обалденную чувствительность. Впрочем, это ясно было из параметров, которые мы уже рассмотрели. 150 милливольт, так называемая. Ну, чтобы вы понимали, вот мой сабвуфер, вот этот Yamaha, который у меня стоит ниже, не способен работать от выхода, сделанного в этом ресивере, потому что ему не хватает уровня сигнала, и мне пришлось его запитывать от выхода на телефоны, на наушники. Это значительно более высокий уровень, чем тот линейный, который сзади там на клеммах этого Пионера расположен. Это же касается будет и любых акустических систем, с которыми вместе вы будете питать этот САП. Так вот, он потянет любое, что называется, все что угодно. С такой чувствительностью и регулятором его уровня вы, конечно, сможете отрегулировать необходимый баланс соотношения громкостей и колонок основных. Вот как у меня эти стоят, кстати, я их сейчас выключил, у меня там есть такая возможность, работает только сабвуфер. И самим сабом, собственно. Итак, давайте измерим и ближе к делу, так сказать. Такой гулкий удар, да, вы его, возможно, услышали. Вот частота настройки порта я бы так оценил в, тут вот циферка 35 где-то герц. Переставлю-ка я микрофон сюда, к динамику. Примерно в такой же позиции поставлю. Кстати, это минимальная частота работы динамика. На работе порта регулировка частоты среза не будет сказываться практически, а вот на работе динамика будет. Поэтому мы сейчас смотрим минимум настройки, самый благородный режим, который можно только использовать, этот САП. Вот такая. Вот тут еще от порта фазоинвертора немножко кусочек попал. Давайте их сразу сложим и увидим, что получится. Судя по этому рисунку, значительно выше чувствительность, значительно выше уровень отдачи порта, чем от динамика. Но давайте увеличим частоту динамика до максимума. Чуть ли не клиппинг. Вот. А вот тут мы уже видим, что интенсивность работы динамика много выше, чем интенсивность работы порта фазоинвертора. И надо полагать, что в неком среднем положении они должны примерно сравняться. Ну-ка. Ну, еще не сравнялись, просто, значит, если я опущу еще чуть-чуть и заменю, допустим, вот эту третью. Сейчас его удалю, чтобы, ну, для чистоты эксперимента. Вот, и мы выберем наш
сбор, так сказать, где он есть. Ну, вот он ближе к теме получился. Короче говоря, вот так вот варьируется с изменением частоты среза, варьируется громкость работы динамика, а громкость работы порта, ну давайте я это попробую вам показать прям на порте фазоинвертора. Это очень несложно. То есть это мы с вами смотрели разные уровни сигнала от динамика. А сейчас мы смотрим, вот минимальный порт у нас уже был снят до этого, сейчас максимальный порт снимаем. А тут давайте тоже его запустим. Максимальный порт, вот он получился. Он незначительно вырос по уровню, но ввиду того, что на него подается сигнал более широкого спектра, он имеет такую вот полку, даже организует какую-то. Ну и, разумеется, в каком-то среднем положении он будет где-то посередине там находиться. Фу, вообще прям полочка получилась. Прямо работа порта, получается, если исключить работу динамика, то она уже сама по себе является довольно неплохим решением для баса, для дома. Еще раз о частотном диапазоне. Если принять вот этот уровень 110 дБ, допустим, в данном случае, за общий уровень, то, допустим, минус 5 дБ будет на частоте 30 Гц. Минус 6 дБ, соответственно, 28 Гц и так далее, и так далее. Этот график, который я вам сейчас здесь показал, довольно неплохо описывает работу этого сабвуфера. То есть там можно расписать все эти кривые. Я не знаю, может я это сделаю, вам выложу картинку, если не поленюсь. Вот. Это здорово. Но самое главное, еще раз, что мне в этой истории всей понравилось, это чувствительность. То есть она потрясающая. То есть сейчас регулятор уровня стоит практически на минимуме. Практически. То есть при этом, если я включу колонки, допустим, получится вот такой звук. Вот так звучат колонки, допустим, вот на этом розовом шуме. И вот я тронул чувствительность саба. То есть он моментально реагирует и довольно большим уровнем сигнала. В то время как мой, допустим, если бы я подключил сюда свою Yamaha, он более грубо значительно работает, он требует более серьезного выхода на сабвуфер, что зачастую проблематично. То есть это еще один дополнительный усилитель нужно городить для того, чтобы создать желаемый баланс. Ну, в частности, как это у меня, повторю, то есть у меня вот ресивер Pioneer, то есть это компонентная аудиосистема. Простая, старая, дешевая, да, такие старые, зачем мне новая? Нормально аналоговый ресивер аудио. То есть, если рассмотреть его схему, то за эти 40 лет ничего такого прям революционного не произошло. Короче, у него есть выходы, линейные выходы не для сабвуфера, просто выходы, полноформатные выходы на запись. То есть это к магнитофону его можно подключить для этой цели. Но туда же, естественно, можно подключить сабвуфер. И этот саб работает. Мой, Yamaha нет. Такая вот история, дорогие друзья. То есть это я хвалю, это решение. Мне же надо что-то хорошее сказать. Также скажу хорошее о его форме, геометрии буквально. Но она представляется тоже довольно практичной. И вот у меня под этим столиком, например, стоит, видно тут десктоп, то есть корпус компьютера. Вот если бы там на сантиметр выше был бы этот корпус, он бы уже не влез под столик, а так влазит. То же самое с этим сабвуфером. Возможно, у кого-то он поместится как раз по месту и будет удобно. Я хотел сказать, что кроме того, чтобы он геометрически куда-то влез по своей форме, мы же с вами желаем подобрать ему еще и место, где бы он стоял, для того, чтобы обеспечить оптимальное звучание.
оптимальный баланс. А басовый баланс в комнате, учитывая комнатные моды, стояки так называемые, соблюсти очень непросто. То есть, я уже говорил, методов много выбора места расположения для саба. Ну, можно пользоваться программами какими-то, эмуляторами комнаты, что-то считать, но я рекомендую делать это чисто практически, абсолютно по месту. Я всегда так отвечаю, когда у меня спрашивают, а на какую частоту мне выставить настройку того или иного среза фильтра, вот фильтры низких частот, которые здесь есть в каждом сабвуфере, там 60 или 62 Гц, там как-то так. Вот. Ну, во-первых, чем ниже, тем благороднее, как бы, тем меньше вы отдаете этому жуткому устройству, которое является, в общем-то, исказителем и отдалителем качества звучания от натурального. Но дело не в этом. Это просто добавка к вот этим колонкам, которые не в состоянии обеспечить нижний регистр. И вы его, этот регистр, делегируете некому устройству, назовите его шейкер, назовите его сабвуфер, как угодно. То есть какой-то колонки, которая способна это сделать. С потерей, конечно, качества, переходных характеристик, ухудшения, добавления искажений на низких частотах, все такое. Фазовые, жуткие искажения. Это я поругал, но должен же был поругать что-нибудь. Я не я, иначе был бы, да. То есть недоволен опять. Не, ну ладно, у меня тоже есть сабвуфер, поэтому я один из вас, скажем так, жертва этого всего. Да, еще мешаю. Сегодня четверг, сегодня пятница. Значит, выбор места сабвуфера только по месту. Только по месту. Вот можно так, поставить саб в точке прослушивания. Вот я там на диване, допустим, сижу, обычно слушаю музыку, это 4 метра где-то так. Поставить там сабвуфер, а самому ходить по местам здесь, где вы можете физически этот сабвуфер установить, причем учитывая и высоту тоже. То есть он может лучше работать на какой-то средней высоте, то есть каким-то образом формируя при этом комнатные моды, благоприятно для общей звуковой палитры в вашей комнате. Вот. А потом, когда вы найдете эту точку, замер здесь, вот здесь классно, меняйте с сабвуфером местами. То есть вы садитесь туда, а саб ставите в этом самом месте. Это мой совет. Как бы. Нет, это не я придумал, конечно, это 100 лет назад придумали люди, которые страдали как бы от этой темы, басострадальцы. Опа, надо будет записать, это склероз. Да, таким образом, вы можете найти этому сабу применение вот в интерьере, может быть, даже удобнее и практичнее, чем вот эти вот сабы-кубики, которые, вот, например, у меня есть, которым является, например, T5, предыдущая модель сабвуфера от Edifier. Ну, а затем я не буду никакого теста включать, это абсолютно не нужно, потому что 90% моих зрителей, я так понимаю, смотрят эти видео на телефоне, и даже если бы они смотрели на стереосистеме, без сабвуфера это не имело бы смысла, или смотрела бы с сабвуфером, который утрирует недостатки и этого, допустим, вы скажете, что дерьмо какое-то незвучание. Конечно, то есть, чтобы оно совпало, чтобы не влияло одно на другое, и вам передалось это качество, может быть, в наушниках, но вряд ли вы будете это делать. Я вам так скажу, что 8-дюймовый саб это лучше, чем 6,5-дюймовый саб. Кстати, у меня 6,5, по-моему, там дюймов. Я уже забыл, честно говоря. Ну вот. Но хуже, чем 10-дюймовый саб. О чем мы уже говорили, что эдики его как бы где-то и планируют. Но под это тоже нужны задачи. Вообще говоря, я не очень так правильно понимаю вот этих наполеоновских планов. Это, скорее всего, все-таки отдел маркетинга старается. То есть занять нишу в рынке 10, потом 12-дюймовых сабов. Ну что у меня дома, вон в Киеве был 15-дюймовый саб дома. Наш цивилизованный человек его включал ватта на 2, наверное. И не мешал соседям жить, да. Но не каждый же так как бы себя ведет, поэтому это, скажем так, непрактично для утлых жилищ, в которых мы с вами живем. Для залов, зал. Да, не знаю зачем, потому что, в принципе, получить высокое звуковое давление можно, допустим, 6-дюймовым сабом в бандпассе каком-то, например, заряженном на хороший усилитель, соответственно, заточенный, ограничивающий фильтрами зону влияния этого сабвуфера. Но это уже технологические штучки такие, которые вам ни к чему. Будем считать, что чем больше размер динамика сабвуфера, тем он громче играет или глубже копает,
и не одно и то же, это разные вообще параметры. То есть заточка саба, может быть тюнинг саба, настройка саба на его расширение частотного диапазона никак не связано с его громкостью, вообще никак, то есть они не коррелируют никак. То есть можно сделать саб на 15-дюймовом динамике, который будет играть выше, чем вот этот тут. А можно сделать на 3-дюймовом динамике, который будет копать значительно ниже. Ну, конечно, будет тише работать. В десятки или сотни раз. Конечно. Медиаакустика – это такая наука, в которой творческая оценка с технической иногда расползаются в разные стороны. То есть техническая сторона говорит, что лучше, вот там больше ватт, или там больше диаметр, больше ход, там еще что-нибудь. А творческая говорит, да нет, друзья мои. Как я уже говорил, что я предпочитаю сабы, вернее не сабы, нет, излучатели с большим диаметром и коротким ходом, а не длинный ход с маленьким диаметром и убористыми размерами. Но это как бы мои радости. Я ими много раз уже делился в своих видео. Там, где мы с вами по-дружески обсуждаем, чего мы хотим от колонок, чего можно ожидать от той или иной модели и почему. Затем прощаюсь. Счастливо, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Можем подискутировать. У меня этот саб будет еще пару дней, потом я его отправлю, потому что мне негде хранить, у меня не склад здесь. Ну вот, может еще что-то включить, там, я не знаю. Затем пока. Auf Wiedersehen, дорогие мои.